свойства и характеристики угольной пыли. Входят размеры частиц пыли. Угольная пыль состоит из частиц размером до 300 микрометров с преобладанием мелких фракций. Больше всего в угольной пыли частиц размером от 20 до 50 микрометров в зависимости от тонкости помола. Пылинки имеют неправильную форму, которая зависит главным образом от рода топлива. Угольная пыль сыпуча и легко растекается под влиянием легких толчков. В смеси с воздухом при больших концентрациях пыли она образует подвижную эмульсию, легко перекачиваемую, как вода. Ну, где-то, наверное, раза три мы наблюдали картину, уже когда, знаете, не снег лежит, и вот черный снег, который потом, допустим, вот эта вся пыль попадает в акваторию, а когда просто уже вода, и приезжаем, допустим, к пляжу Прикумск, который непосредственно находится рядом с Восточным портом, и наблюдаем, что на огромной территории как стенное пятно. Вот. И выясняется, что это не пятно совсем, а это вот угольная взвесь просто с огромной толщиной, которая потом, ну, не то что растворяется, а оседает, попадает на дно. А взвесь это, ну, для водных организмов это самое, наверное, худшее, что может быть, потому что она забивает жабры, да, и морские бионты, они просто, ну, не могут дышать и погибают. Меры по минимизации ущерба от угольной пыли, принимаемые государством и капиталом, мизерны по сравнению с получаемой ими же прибылью. Штрафы за закрытие отдельных терминалов и высадка колоний морских гребешков не меняет ситуацию, но создает блестящий фасад. Сеть этих мер создает инфраструктуру, то есть систему, задача которой минимизировать ущерб от действий самих же виновников ситуации. Однако эти меры не выполняют собственных функций. Ущерб от угольной пыли находится на иной, более длинной временной шкале, чем отдельные действия. Как и саму пыль, разлетающуюся от ветра, ущерб от нее нельзя удержать системой точечных мер. Даже для оценки вреда, приносимого пылью в долгосрочной перспективе, потребуется 20 лет. Такая система становится поэтической инфраструктурой, по выражению Брайана Ларкина. Она лишь создает образ эффективных действий, но при этом материальные последствия этих действий отсутствуют или незначительны. Образы эффективности удобно показывать по телевизору, тиражировать на пресс-фотографиях. Они также успешно скрывают человеческие и нечеловеческие тела, в легких и жабрах которых съедают частицы пыли. Ну, представьте себе,
находка из себя представляет такой как бы ковш. То есть порт, но вот по всему этому ковшу, да, вот там разный терминал, включая там и вот район Астафьева. И когда, кстати, я не только от терминалов вот с района Астафьева, да, слышал, а там 4 терминала работают на самом деле. Один из них называется прям терминал Астафьева, все остальные это торговый порт, это порт Ливадия, это порт Восточные ворота и Атис, да. Вот когда, допустим, они там начинают смотреть в воду и находить там гребешок и все прочее, я прекрасно понимаю, как идут течения. А дело в том, что течение вымывает из акватории очень многое туда ближе к Сучану, и Сучан выносит, ну, если вот вы просто посмотрите на карту, как находка устроена, вы поймете, о чем я говорю. И Сучан-то выносит все в море. То есть наибольшее скопление угля как раз не найдется там, где совершаются вот эти вот исследования. Говорить о том, насколько эти исследования проводятся компетентно или компетентно, мне пока сложно, но мы сейчас пытаемся сделать исследования независимые, определить точки, где будет происходить там добыча грунта, добыча воды, собственно, морской, бионта, да, и так далее, исследования вот эти вот все провести. И тогда мы уже точно сможем сказать, насколько действует это все на окружающую среду. Вот у нас вообще в мире нет такой практики, чтобы были терминалы, где бы все процессы, которые связаны с перевалкой угля, были бы устроены таким образом, чтобы не было контакта с окружающей средой. Не выброса в окружающую среду, а вообще контакта. Я имею в виду, чтобы полностью весь процесс находился где-то там под землей или был закрыт какими-то там контурами специальными. Такого не существует. Дело в том, что это более, знаете, такие вопросы популизма. Вот сейчас все больше и больше говорят, что вот закрытый терминал или открытый терминал. Вот у нас в Восточном порту есть якобы такой так называемый специализированный терминал, да, это Восточного порта, который там занимался углем еще в советские годы. Но в советские годы там были крохи этого угля по сравнению с тем, что они переваливают сейчас. Там был процесс, который был оборудован, скажем, вагоноопрокидыватель. Это когда вот вагон с этим углем, да, заходит в специальное помещение, где он переворачивается, очищается этот вагон от угля, тот выброс пыли, который в этот момент происходит, он через специальное аспирационное устройство проходит и осаждается. И, соответственно, таким образом, на этом этапе, допустим, самом пыльном, да, нет выброса в окружающую среду. Дальше по конвейерам это все должно перетекать там на склады хранения, там переваливаться и так далее. И потом тоже по специальным рукавам грузиться в суда. Вот то, что если посмотрели, что из себя представляет Восточный порт, и даже, кстати, вот в этот сезон, да, пылящий, там с ноября по март этого года, что происходило, я скажу, что нам не нужен такой вот закрытый терминал. Потому что это совершенно не соответствует тому, что мы себе представляем, вот что общество себе представляет, понимаете? Поэтому, говоря о закрытых каких-то вещах, могут быть закрыты только те этапы, где происходит максимальное пыление. Это, скажем, вот как раз таки, когда когда уголь должен из вагона переместиться на склад, например. Это вопросы дробления и сортировки этого угля, и это моменты погрузки уже со склада, да, этого угля непосредственно на судно. Вот если на этих этапах происходит эффективное пылеподавление, если там существуют комплексы, которые позволяют не давать выброса пыли в атмосферу, то тогда, в принципе, этот терминал можно назвать, наверное, специализирован. Вот все-таки я бы использовал термин специализированный терминал по перегрузке угля вместо закрытого. И говорить о том, что мы не хотим жить в таких условиях, что нам нужны изменения, да, то и, собственно, изменения стали проходить. Правда, этот процесс тоже был не быстрым.
Но сейчас с учетом того, сколько вмешалось в процесс, ну и органов, да, контролирующих, и надзорных, и людей различных, то есть я имею в виду там власти всех уровней, включая президента, то то первое, что должно было быть, это все-таки фиксирование, да, этих вещей на уровне ну, вот, нормативов каких-то. То есть это все-таки должно иметь научную базу, потому что даже когда сами руководство терминалов, да, они говорят, да, мы готовы сделать, ну, вы нам скажите, какие требования, чтобы мы четко знали. Если требования будут такие, 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 то да, мы все понимаем, мы это все сделаем. Вот. Ну и, соответственно, цепной эффект, который пошел, да, от того, что сделала находка, он и пошел в том числе на Кузбасс. Там сейчас тоже идут достаточно большие волнения, и вот этот процесс, там что-то зафиксировать на уровне нормативов, например, да, ту же самую угольную пыль, или там сделать определенные требования к тем же самым терминалам, да, к угледобыче там и так далее. Ну, все эти процессы очень сложные и очень длительные. И вот сейчас они только вот приходят к тому, что ну, они начинают уже закрепляться. То есть, ну, я это вижу, знаете, как маховик, который начинает, постепенно набирает силу, и в итоге все-таки. Пыльное облако в находке состоит из нескольких видов частиц, диффузия которых не дает возможности говорить о полной автономии какого-либо вида. Колониальность российских корпораций, видящих в периферии потенциальные ресурсы для экстракции и максимизации прибыли, срастается с колониальностью западного капитала. В то время как на экспорт уходит почти 210 тонн угля ежегодно, местные жители вынуждены собирать валежник, чтобы решить искусственно созданный дефицит угля. При этом колониальность российского государства, использующего экологический кризис для усиления власти, преломляется через колониальность западного универсализма. Наступление на угольную промышленность через Парижское экологическое соглашение привело к росту экспорта угля для удержания рынка, достигая рекордных значений. И есть ощущение, что угольные компании в Кузбассе и на Дальнем Востоке прекрасно знают, насколько немного у них осталось времени. Вот что они успеют перегрузить и заработать, то будет их. А потом эпоха угля закончится, и он никому не будет нужен. Их цель сейчас – просуществовать какое-то короткое время. Владимир Севляк для таких дел. Такая инфраструктура эксплуатации может быть описана как генеративно-состязательная, по аналогии с генеративно-состязательными сетями. Генеративно-состязательные алгоритмы эффективны в силу вовлеченности в антагонистическую игру двух нейросетей, имеющих противоположные задачи. Если в классическом генеративно-состязательном алгоритме одна нейросеть будет производить картинки, а вторая пытаться отбраковать сгенерированное изображение, то в генеративно-состязательной структуре эксплуатации антагонистическая игра будет происходить между российской и западной колониальностями, между капиталом и государством. Таким образом, усиление одной части этой структуры приведет не к разрушению системы, а к ее усилению. Генеративно-состязательная эксплуатация может быть решена только с помощью инфраструктуры протеста, по выражению Егора Клина. Такая инфраструктура протеста будет отражать географически инфраструктуру эксплуатации, огибать центр, объединяя между собой разных субъектов периферии. Незаметная для Москвы экологическая катастрофа сделала товарищами по несчастью простых людей двух удаленных друг от друга регионов, жителей Кузнецкого угольного бассейна и Дальнего Востока. Таким образом, решение лежит в децентрализованном протесте. Отсутствие центра у такой инфраструктуры протеста гарантируется игнорированием центра как объекта для эксплуатации. Колониальное отличие между центром и периферией скрывает за пылью своего производства деколониальное будущее, одновременно создавая все необходимые условия для его появления.